будут судить Хантера Байдена. Сын президента США должен предстать перед судом 11 января. Его обвиняют в 3 уголовных преступлениях и 6 правонарушениях, включая подачу ложной декларации и уклонение от уплаты налогов. Адвокат заявил, прокуроры поддались политическому давлению, а Хантер Байден стал мишенью из-за политической позиции его отца. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. ВСУ и армия РФ испытывают нехватку боеприпасов. На Юго-Восточном фронте ВСУ перешли к обороне на одних участках, но пытаются наступать на других. На всіх ділянках фронту ми не можемо бути сильні. Ми ж не авантюристи. Тому десь ми переходимо, а десь ми продовжимо відповідно наші наступальні дії. Идти на фронт и умереть там самому. Жены мобилизованных и сами военные призывают Путина закончить войну. Однозначно мир. Однозначно мир. Я думаю, этого хотят просто большинство граждан. В Беларуси по доносу арестовали работниц швейного предприятия за бело-красно-белые нитки на рабочем столе. На конец ноября 2023 года в Беларуси насчитывалось 1447 политзаключенных, признанных таковыми правозащитными сообществом. Приветствую вас, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Ну а мы врываемся в новости. Украина сворачивает операции на фронте из-за нехватки снарядов. С таким заголовком вышла статья агентства Рейтер. Они ссылаются на интервью командующего оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александра Тарнавского. По его данным, проблемы с боеприпасами ощущаются по всей линии фронта. На Юго-Восточном фронте ВСУ перешли к обороне на одних участках и пытаются наступать на других. Помимо этого, продолжают готовить резервы для дальнейших широкомасштабных операций. Тарнавский также добавил, что и российские военные также испытывают проблемы с боеприпасами. Щоб сказати, що вона допомога не надходить, я би такого не сказав. Да, вона надходить, але в тих обсягах, які на сьогоднішній день у нас є ця потреба, вона нас повністю не задовольняє. Тому ми безпосередньо робимо перерозподіл сил та засобів. Відповідно, переплановуємо там ті завдання, які ми планували собі зробити більше, на менш, так сказати, об'ємі, тому що треба забезпечувати. Сьогодні противник, ну не скажу, що він нас зупинив, але на деяких ділянках фронту ми перейшли до оборони, до позиціонної, тому що, ну, знаєте, на всіх ділянках фронту ми не можемо бути сильні, ми ж не авантюристи. Тому десь ми переходимо, а десь ми продовжимо відповідно наші наступальні дії. А вот пресс-офицер сил обороны Таврического направления Александр Штупун возмущен заголовком Рейтер. Говорит, что силы обороны не сворачивают никаких операций, а лишь переформатируют их под нехватку снарядов. А издание мало того, что приписало командующему Тарнавскому слова, которые он не говорил, так еще и вынесло их в заголовок. Боеприпасы перераспределяются. Есть определенное уменьшение поставок боеприпасов, это не секрет. Но говорить о полном сворачивании операции, ну, например, силы обороны Таврия ведут всего 2 операции, оборонную и наступательную. Свернуть одну просто невозможно. Это понятно всем военным, но непонятно всем гражданским. Поэтому пишут такие заголовки. Хочется кликабельности, хочется хайпа, хочется, чтобы медиа было лучше. Идите на фронт сами и умрите сами. Такое предложение сделали жены мобилизованных Путину. Обращение опубликовано в их телеграм-канале «Путь домой». Они также требуют прекратить войну и едва ли не чушью называют мифическую путинскую денацификацию и демилитаризацию, которой не видно конца и края. В канале около 40 тысяч подписчиков, и они не единожды пытались достучаться до руководства страны. На недавней прямой линии Путина их проигнорировали. Нет ответа из Кремля. И в этот раз к антипутинскому посту добавили и обращение военного. Что хочет большинство мобилизованных? Мир или все-таки продолжение боевых действий? Однозначно мир. Однозначно мир. Я думаю, этого хотят
просто большинство граждан, как мобилизованных, так и не мобилизованных. Но мобилизованные хотят этого, я не знаю, примерно в 100 раз больше, чем обычный мирный. Потому что у мобилизованного дома страдает семья. Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты. Путин рассказал о бедности в стране. Такое заявление главный кандидат в президенты сделал на встрече с победителями и наставниками чемпионата по профессиональным компетенциям. По мнению диктатора, люди вне зависимости от благополучия семьи должны добиваться своего самостоятельно, а сложности заставляют двигаться вверх. Напомню, что в марте Росстат отчитался о снижении уровня бедности в стране до исторического минимума. Bloomberg писал, что это может быть связано с выплатами участникам войны в Украине, включая компенсации членам семей убитых. Впрочем, очереди за яйцами, ну и за рыбой в Воронеже говорят об обратном. Бедность в России все-таки прогрессирует. Семьях, где полное благополучие финансовое, а таких у нас немало. Подавляющее большинство граждан все-таки живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много. Они сейчас чем занимаются? Они вынимают своих отпрысков из зоны комфорта, вот как называется. Создают им искусственные сложности. Но это умные люди, конечно, делают. Почему? Потому что нужно, чтобы человек хоть сам карабкался куда-то. Если ему все с неба сыпется, как манна небесная, он ничем не дорожит. И как производное ни к чему не стремится. Вот в чем беда. Неонацисты на службе у российской разведки. Центр «Досье» выяснил, что ГРУ России курировала проект «Русско-украинская радикальная инициатива». Туда входили целые сетки анонимных телеграм-каналов, которые занимались информационной войной в отношении Украины. Основал проект Виктор Луковенко. В конце нулевых он был участником националистической организации «Русский вердикт». В 2011 году его приговорили к 8 годам колонии за убийство. Еще одним участником был Z-патриот Игорь Мангушев. В августе 2022 года он выступал на поэтических чтениях в оккупированном Донецке с черепом в руках. И это только верхушка айсберга, рассказал автор расследования «Дождю». Полковник Денис Смольянинов, те документы оказались в распоряжении у Центра «Досье», мне кажется, он, я бы сказал, он не уникальный человек. Он один из нескольких десятков, может быть, сотен полковников, которые работают на Главное разведывательное управление Министерства обороны. И, соответственно, из его документов мы понимаем, что их работа, она вот такая довольно хаотичная, довольно неструктурированная. То есть он занимается сразу всем. Он и информационные сбросы устраивает, и сетки телеграм-каналов курирует, и агентов вербует. То есть вот сразу по всем направлениям работает человек. Единственное, что, кажется, его выделяет среди его коллег, это то, что вот он сосредоточился на странах, ну, скажем так, постсоветского пространства. В первую очередь это Украина, но еще и Казахстан. И в общем, таких полковников довольно много, и, соответственно, в своих методах они ничем не ограничены и могут вербовать кого угодно. И, соответственно, их агентами становятся, да, бывшие и действующие неонацисты, отсидевшие за убийство. И совершенно самые разные люди, которые так или иначе симпатизируют России, симпатизируют событиям войны в Украине, симпатизируют ЛДНР, ну и так далее. В общем, да, это довольно большое количество людей. Это десятки, сотни, может быть, тысячи даже человек. В Беларуси силовики задержали швей с предприятия «Элема» за украшение рабочего места неправильной символикой. Фото и видео со злостными нарушительницами режима опубликовали провластные каналы. Женщин заставили сказать, что они украшали свое место и себя незарегистрированной символикой. На рабочем месте у женщин висели нитки и ткань белого и красного цветов. На них донесли коллеги. Только в ноябре, по данным правозащитников «Весны», в Беларуси прошло около 500 политически мотивированных административных процессов. На конец ноября 2023 года в Беларуси насчитывалось 1447 политзаключенных, признанных таковыми правозащитными сообществом. За месяц политзаключенными были признаны 20 человек. Кроме того, около 1350 политзаключенных были освобождены с 2020 года в связи с отбытием наказания, изменением меры пресечения, назначением наказания, не связанного с лишением свободы, в суде или в связи с помилованием. Политзаключенные
Заключенным в колониях предъявляются особо высокие режимные требования, жестокое обращение, к ним произвольно и выборочно применяются дисциплинарные взыскания. Некоторые из них регулярно продлевают сроки тюремного заключения во время или после отбытия наказания. В столице Сербии, Белграде, собрался массовый митинг. Партия президента Вучича победила на внеочередных парламентских выборах, с чем не согласна оппозиция. Ее лидеры заявили о массовых фальсификациях и призвали людей к протестам. Участники митинга забросали яйцами, помидорами и туалетной бумагой здание Республиканской избирательной комиссии. Более сотни человек погибли и около 500 пострадали. В Китае произошло мощное землетрясение. Нарушено водоснабжение, повреждены линии электропередачи, а также объекты транспортной инфраструктуры. Также разрушены почти 5000 зданий. Власти направили в пострадавшие регионы палатки, складные кровати, одеяла и обогреватели. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к масштабной поисково-спасательной операции. В Исландии началось извержение вулкана. Он находится на полуострове Рейкьянес в 4 километрах от города Гриндавик, который отселили еще в первой половине ноября. Однако уехали оттуда не все. Власти призвали оставшихся жителей покинуть город, поскольку лава может его затопить. На полуострове находятся 2 вулкана – Рейкьянес и Фаградальясьядль. Какой именно из них начал извержение, метеорологическая служба Исландии пока что не уточняет. Католическая церковь разрешила священникам благословлять однополые пары. Согласно декларации, одобренной Папой Римским Франциском, священник может благословить такую пару, чтобы церковь приняла даже тех, кто не живет в соответствии с христианскими моральными нормами. При этом благословение не должно напоминать венчание. Позиция церкви в отношении однополых браков не изменилась, и возможность давать благословение не означает их одобрение, отметили в декларации. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!